Выставка «Кабинет доктора Франкенштейна. Неохимеризм» организована была Ассоциацией «Новое искусство» при поддержке очень ощутимой Международного фонда Відродження, Одесского отделения и Фонда содействия развитию искусств Украины. Особенно хочется отметить, что, наконец, фонд Відродження, его Одесское отделение стал непосредственно поддерживать современное визуальное искусство, поскольку раньше мы получали помощь в основном через Киевский центр современного искусства Сороса. Эта выставка была организована также совместно с Ассоциацией «Новая музыка», и, как уже говорила Кармела, это замечательный прецедент встречи двух различных видов искусств, что и обусловило одно из названий выставки «Неохимеризм», как бы некое странное новое существо, появившееся в результате соединения двух, казалось бы, совершенно различных частей, которые должны составить пусть химерическую, но такую органическую цельность. Именно поэтому был сделан нами музыкальный перформанс. И должен сказать, что нам имелось в виду еще одна муза, это муза кино, поскольку выставка проходила в дни столетия кино, столетнего юбилея, и задумывалась с нами совместно с Михаилом Рашковецким и Еленой Михайловской как выставка «Триллер». Я могу также сказать, что художественная ситуация в городе Одессе, ситуация в области современного визуального искусства приобретает свое лицо, начинает жить по собственным, изнутри устанавливаемым законам, жить и развиваться. Qui prêche le mouvement nouveau dans l'art moderne. И мы считаем себя продолжателями тех альтернативных направлений современной искусственной Одессы, у истоков которых стоят такие люди, как Козлинский и Пляж. Nous croyons que nous sommes des... Они тоже не всегда его понимают. On n'est pas souvent compris par les autorités de la ville, mais c'est pas grave, parce qu'à l'époque, M. Kandinsky, enfin les peintres de ce courant n'étaient pas compris eux aussi. Вы получите все буклет, где по-французски будет изложена наша идея, наша концепция. Хочет сделать заявление. К сожалению, это очевидно заявление, обращенное по большей части в пустоту, потому что я здесь не вижу тех лиц, к которым мне хотелось бы обратиться, и гораздо чаще вижу, допустим, лиц арт-кафе. Я хочу сказать о странной ситуации, которая возникла в нашем городе, интеллигенция и народ. Я имею в виду не принятую в советское время апелляцию к малопросвещенным слоям населения, к пролетариату. Я имею в виду обыкновенных людей, посещавших эту выставку. Выставка побила рекорды посещаемости от 50 до 150 человек в день. И я здесь очень много времени провел, забросив многие дела. И я убедился, что, разумеется, не все понимают, и не все принимают, и не надо, чтобы все принимали это искусство, заведомо нацеленное на какую-то эстетическую альтернативу, искусство, нацеленное на то, чтобы ломать какие-то стереотипы, привычные для человека, искусство, нацеленное на провокацию. Есть такой жанр, мне он очень нравится лично.
не может и не должно это искусство вызывать восторги и умиление всех. Но сравнивая реакцию интеллигенции, тем более пишущей интеллигенции, и реакцию простых, обыкновенных людей, учителей, психологов, бухгалтеров, молодняка, тусовочных каких-то людей с каерами в косухах, в прикидах, людей с улицы, живых людей, которые живут реальной жизнью. Я вижу, что у нас перевернутое соотношение. Обычно пишущая интеллигенция должна быть более продвинутой, чем простой человек. У нас произошло наоборот. У нас простые люди гораздо круче въезжают, чем те люди, у которых это должно быть профессией. Почему? Потому что нормальный человек смотрит телевизор, смотрит видео, смотрит клипы, читает какую-то вот ту самую ширпотребовскую литературу, которая определяет дух сегодняшнего времени, и от которой рафинированный интеллигент порой морщит нос. Тем самым какой-то культурный код, которым большинство представленных здесь художников пользуются, и который призван сделать художника созвучным духу времени, определяемому той самой аудио, видеопродукцией, литературой, которая реально сегодня владеет умами, пусть она не элитарна, но код, на котором мы разговариваем, он нормальному человеку более понятен, чем журналисту, который прочел все, что ему надо уже 20 лет назад. Он уже знает, что есть Мандельштам, Булгаков, Платонов, Ахматова, Пастернак. Прибавились после перестройки Бродский и Набоков, и на этом можно расслабиться, я уже интеллигент. Ничего подобного. Наше искусство не массовая культура. Наше искусство, оно, наверное, даже гиперинтеллектуально, но в своем аппарате, в своей методологии. Но работает оно при этом не с какими-то идеальными, оторванными от жизни пластами культуры, а с той самой культурой, которая сегодня определяется нашим бытием и определяет наше бытие. И тематика, и дискурс наших работ таков именно потому, что наше бытие сегодня определяет такая культура, как она есть. Откройте глаза. Включите телевизор. Это первое. Второе, я хочу поздравить Марию Гудым. Маша, я тебя искренне поздравляю. Я не отношусь к людям, которые очень любят выпячивать свою роль в русской революции, как бы Сесуали и Лохан. Нет. Я достаточно реального мнения о себе, о своей персоне, обо всем. Но, честно сказать, прочесть статью, которая посвящена выставке, которую я придумал, был одним из организаторов, сделана не одной из центральных вещей, не упомянув ни разу моего имени, Маша, это тонко. Это тонко и профессионально. Я тебя поздравляю.